Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу рассказать о формировании зимнего клуба пчел. На примере своей пасеки. Часто мне задают вопросы о том, что вот неправильно сформирован клуб пчел сверху, и что делал осенью, кормил, не кормил. И как бы приходится отвечать на такие вопросы, либо совсем не отвечать, либо если отвечать, то надо писать очень длинный пост. Поэтому вот созрело такое видео, где я хочу рассказать обо всех нюансах формирования зимнего клуба пчел, то, к чему я уже пришел, на какие грабли наступил, и как бы сказать так, что пока у меня идеального формирования клуба я не могу добиться, пока. Но над ошибками этими постоянно работаю, совершенствую, и многое уже как бы прошел, но не всегда все равно идеально это получается. У меня две системы ульев. Ульи лежаки, есть на додановскую и украинскую рамку. Есть о чем говорить, есть как смотреть, сравнить. И сейчас пройдем все эти нюансы, насколько я смогу осветить, посмотрим. Значит, здесь, в этом улье, вот этот и тот улей, здесь ряд на украинскую рамку. В этом улье у меня зимует, сюда посмотреть, значит, в этом улье у меня зимует семейка небольшая. Вот здесь как раз клуб пчел сформировался так, как классический по всем канонам, ну, скажем так, правильно сформирован. Сразу предварительно хочу сказать, во всех ульях рамки у меня все полномедные. За исключением тех, на которых долго выводился расплод. Какие-то я успел убрать, какие-то пошли в зиму, что ну, я просто не смог забрать, наступили морозы, и это просто надо было разворушить клуб пчел. В некоторых и приходилось так делать, но некоторые пришлось так и оставить. Вот. Здесь вовремя перестали выращивать расплод, ушли вниз. Ну, и я хочу показать. Здесь у меня я и положил утепление уже такое легенькое. Я в предыдущих видео показывал. Это пенопластовая крошка. Везде в ульях сухо у меня. Вот посмотреть, там углы сухие. Вот, систему вентиляции я показывал. Это я попутно просто показываю, что хорошая зимовка. Ну и смотрим туда вот вниз показать, посмотреть, где клуб пчел. Его не видно. Вон там внизу. Хотя вот уже по чуть-чуть его не было видно. Хотя вот по чуть-чуть начал подниматься наверх. Ну, погода у нас теплая. Поэтому вот лишний раз вопрос. Заглядывать к ним, не заглядывать, контролировать или нет. Вот с осени их не было видно. Вот уже они тут наверху появились. Вот. Ну, понятно, что клуб где-то внизу. Просто такая погода, что... Ну, плюсовая. Постоянно вот зима, а погода постоянно плюсовая. Поэтому так, смотрим следующий. Тут тоже клуб был внизу. Сейчас не знаю где. Посмотрим. Посмотрим. Так. Нет, здесь все-таки их не видно, если вот так глубоко туда посмотреть, в каждую улочку глубоко, вот здесь впереди, особенно впереди, не видно, здесь не видно, здесь они не поднялись, хотя вот были одинаковые, их не видно было нигде, вот, здесь продолжают зимовать. И теперь показываю неправильное формирование клуба. Вот в этом улье очень долго выращивали расплод, какие-то рамки я у них забирал, снимал полностью утепление, ну, в общем, все, что только мог делать. Вопреки всему, клуб сформировался сверху. Пришлось положить рамку им сверху. Они тут в таком более активном состоянии, поэтому мы быстро будем снимать. Ну, как бы я показать. Здесь лежит рамочка сверху, вот здесь впереди клуб. Я открою, показать. Вот, клуб уже видно под рамкой. Это не потому, что я положил рамку и они поднялись. Они были сверху. Пришлось им ложить рамку. Рамка, показываю, почти полномедная такая рамочка. Вот. То есть это с хранилища я забрал рамочку. Пришлось положить. Вот такая ситуация. Позже я буду рассказывать потом причины
почему вот такое неправильное формирование клуба. Итак, половина пасеки нормально собирается, приблизительно половина. Получается, что где-то ближе к верху. Ну, пойдем посмотрим, там еще один улей. Вот в этом улье улей на украинскую рамку. Зимует 2 семьи через теплую перегородку. То же самое, долго выращивали расплод, и клубы сформировались ближе к верху. Я не хочу сказать, что в самом верху, но ближе к верху. Вот. Пришлось положить канди. Я показывал, разогревал это канди, чтобы сделалось пластично, потому что было такое дубовое прошлогоднее канди. Потом остудил где-то градусов до 10 плюс-минус. И уже в таком охлажденном состоянии разложил им здесь канди. Почему канди? Рамок в хранилище полномедных достаточно, которые остались, ну, в зимовку я сокращал. Вот, ну, рамку я тут положить не могу по причине того, что улей 20-рамочный. Вот, и рамка сюда просто не помещается. Поэтому пришлось положить канди. Попутно рассказываю, здесь я канди положил вчера, в эту семью я положил неделю назад. Сразу хочу показать, что клуб отдельно, а канди отдельно. Часто говорят, что канди или севший мед, если ложить, заранее провоцирует клуб подниматься к этому канди. Ничего подобного. Если канди не разогревать, ложить охлажденный и не протыкать, то канди отдельно, а клуб пчел отдельно. Скорее всего, меда, даже если они сверху собрались, им хватит до самой весны. Но раскладываю я канди раньше, вот в такое время. Почему? Причина. Потому что позже начинаются морозы, снегопады, это все занесено снегом. И шуметь, если я буду шуметь уже ближе, ну, там, к февралю месяцу или в феврале, ближе к марту, намного больше придется шуметь, чем сейчас. Кроме того, клуб еще выше поднимется. Если раскладывать канди, то уже придется на них класть это канди. Вот поэтому я заранее раскладываю, и потом уже я знаю, что до весны я уже потом не смотрю, не заглядываю. Я знаю, что они за счет этого канди ну, продержатся уже до тепла. Ну и показываю. Вот лежит канди. Канди они не трогают. Вот были они ниже, по чуть-чуть поднимаются наверх. Ну, в хорошем состоянии, не прижимались, кстати, к теплой заставной. Вот теплая заставная, они посередке. Вот. Ну, вот так вот. Я говорю, этого меда им, в принципе, даже в таком состоянии до самой весны хватит. Но чтобы их не тревожить, потом, когда сильные морозы и снегопады будут, вот это будет им подстраховка. Ближе к задней стенке, потому что они все-таки сместятся к задней стенке. Есть? Вот здесь ложил где-то неделю назад. Вот то же самое. Вот канди лежит, вот клуб пчел. То есть клуб пчел отдельно, не трогают. Надо будет, они его разогреют, прогрызут, будут пользоваться. Теперь подробнее, более подробно хочу остановиться, показать на примере рамок о тех причинах, по которым пчелки не всегда классически, как правильно формируют клуб. Конечно, всего я не расскажу, я на примере своего опыта, то, что прошел. Вот, будете подсказывать в комментариях, писать. Может, у кого-то какие-то другие есть мнения по этому вопросу. Но все же, значит, начнем с украинской рамки. Вот тут я собрал рамочки, которые с хранилища. Вот, допустим, показываю рамку. Рамка, если можно близко показать. Полномедная, тут закрытый мед. Здесь тоже самое мед, но открытый. Так они набросали его, но не успели там. Это пришлось такие рамочки забирать, потому что у них еще более там полномедные, закрытые, хорошие рамочки. Я это к чему? Что не все я у них забираю, потому что постоянно вот жадный там, значит, из-за твоей жадности вот они так и голодают, и вот они сверху. Нет, ничего подобного. Вот таких полно, там пройдем в хранилище, я еще покажу. Значит, раз. Идем дальше. Вот причина, одна из причин неправильного формирования клуба. Вот последний расплод, где выводились пчелки. Это я тут его повыковыривал уже. Вот. Но видно, что вот где формировался клуб пчел. Там, где был последний расплод. Мед и перга снизу, сбоку и сверху. А клуб по центру рамки. С этой стороны
И вот с этой стороны. Тоже видно, тут мед, близко если показать. Вот мед аж вниз заходит и полукругом. И вот причина того, почему клуб... Ну, это еще не вся причина. Это как бы... Я просто показываю, где клуб. Про причины мы еще поговорим. Вот одна рамочка. Вот вторая рамочка такая. Смотрим, что вот заходит мед сюда вниз. Ну и тут то же самое. И вот где был последний расплод. Тут, соответственно, остается и клуб пчел. Вот еще одна рамочка. То же самое. Вот смотрим, где формировался клуб пчел. Здесь был, я вырезал молочный расплод, поэтому выковырять его не получается, чтобы он не пропал, там не загнил. Значит, пришлось его вырезать, удалить. Но просто вот место, где формировался клуб. Эту рамочку я уже забирал по морозу у них. Такая рамочка. И вот, наконец, шедевр. Вот такая рамочка. Вот то же самое. Здесь был сформирован клуб. Здесь они уже плотненько сидели и выращивали расплод. Вот такой был красивый расплод здесь. Вот я его вырезал. Причем, почему пришлось вырезать и забирать эту рамку? Уже наступили морозы. Вот этот расплод выходил, и рядом сразу маточка засевала по новой. И этот процесс был практически бесконечный. Если ее не забрать, эту рамку, расплод не вырезать, не забрать, то вот здесь и остается как ни... Можно, конечно, есть вариант такой, что с двух сторон поставить полномедные рамки. Поставить то поставить, но клуб все равно сверху. И он этот мед на этих рамках начнет потреблять уже опять же сверху, не с самого низу. Вот причина, одна из причин. Так, идем дальше. Значит, такой нюанс еще. Вот такой вырезкой позднего расплода убираем клеща, который остался, ушел от полосок, от обработок, там бипином и другими средствами. Вот здесь в основном остается поздний клещ. Поэтому как бы жалко не было такого расплода позднего. Его действительно надо убирать и либо вырезать, либо это, если выходящий расплод, просто выковыривать. Вот постоянно выковыриваю там, если где-то на рамочке 5-10, и попадаются бескрылые пчелки. Теперь, какие выводы я из этого всего делаю? Вот подойдем к улью, и я расскажу, покажу. Вот в этих ульях клуб с осени сформировался, я рассказывал правильно, в самом низу. Меда достаточно. Одна из причин. Значит, замеряем расстояние между верхним и нижним литком. Тут получается приблизительно 30 сантиметров. Вот 30 сантиметров. Так. Верхний литок с осени я оставляю на пару пчелок, для того, чтобы они могли в теплые окна, такие уже, когда наступает холода, облететься. Они делают это в основном через верхний литок. Сейчас уже я вижу, что это неправильно. Вот с самой осени, даже в конце лета, когда идет закормка, верхние литки я буду полностью закрывать, перекрывать. Когда еще тепло, когда они летают, чтобы они начали летать только через нижний литок. Причина формирования клуба, вот клуб и формируется между верхним и нижним литком. Поэтому в украинских ульях на украинскую рамку желательно, ну, у кого нету верхнего литка, то клуб и так правильно формируется, то есть ничего не надо делать. А вот если у кого-то есть верхний литок, то, ну, наверное, желательно, хотя в литературе везде, где я встречал, когда формируется клуб, желательно литки, как вот открыты они, так и они должны зимовать. Вот получается, что не совсем так. То есть с осени надо будет, ну, я же говорю, в конце лета, верхний литок закрывать, чтобы клуб формировался у нижнего литка. Обычно последний расплод остается напротив литка, там, где приток свежего воздуха. Это в этом улье. Тут то же самое, 30-30 сантиметров. Но есть ульи, где я сам их делал. И вот здесь у меня расстояние вообще 40 сантиметров. Здесь еще хуже будет формироваться клуб, потому что вот между верхним и нижним литком. А могут и ближе к верхнему литку, открытому. Вот то, что по поводу открытых верхних, нижних литков.
то, к чему я пришел. Так, идем дальше. Что касается додановских ульев. Ульи на додановскую рамку. Здесь расстояние, ну это приблизительно, у всех оно разное, но тем не менее. Вот берем 20, где-то 22 сантиметра. Вот между верхним и нижним литком. Если клуб пчел правильно, классически правильно формируется на додановскую рамку, то вот между этими двумя литками. А это и есть вот в передней, можно сказать, что нижней части. И здесь им идти потом до задней стенки. Это классический. Вот поэтому получается, что зимуют-то лучше, намного лучше зимуют на украинской рамке. Но при тех условиях, что клуб сформирован именно правильно. Правильно, аксиома, то, что кормов должно быть достаточно, об этом я даже не говорю. А вот все другие вот эти моменты вот необходимо учитывать тоже для правильного формирования клуба. Теперь берем додановскую рамку. Здесь тоже не все так просто. Если клуб пчел формируется, опять же, классически. Вот, скажем так, вот рамочка. И вот таким вот образом впереди, или, как мы уже сказали, между верхним и нижним литком в передней части. Чуть-чуть поднимается наверх, движется к задней части. В принципе, все нормально. Но бывает так, что клуб пчел на додановскую рамку формируется вот здесь посередине. Вот я покажу на примере. Сейчас я покажу по-другому, чтобы было более понятно. То есть может клуб пчел быть сформирован вот таким вот образом, по центру. Опять же, зависит многое от чего. Так вот, если клуб пчел сформирован по центру на додановскую рамку, то это очень-очень негативно. Почему? Потому что поднимается вверх и потом может пойти либо к передней стенке, либо к задней стенке. Здесь меда уже будет у них намного меньше. Пойдет он, к примеру, к задней стенке, мед останется впереди. Назад они уже зимой, когда холодно, не смогут вернуться. Вот здесь и надо им подкладывать либо рамку сверху, либо какую-то лепешку положить, чтобы они некоторое время продержались и по этой лепешке или по рамке, если сверху, смогли перейти уже туда, в другую часть. Вот это что касается додановской рамки. Бывает так, что на додановской рамке клуб пчел формируется не впереди, а в задней части литка, в задней части напротив литка. То же самое много задают вопрос, плохо это, хорошо ли это. Ну, как бы сказать плохо или хорошо, ну, наверное, плохо. Наверное, плохо. Что делать? Ну, если рамки полномедные, если там меда достаточно, то в принципе ничего страшного. Клуб точно так же чуть-чуть поднимется вверх и пойдет к передней стенке. Вот такие нюансы по формированию зимнего клуба пчел я хотел рассказать. То, что я уже прошел, то, что увидел, и то, что есть и у меня недостатки, то, что я стараюсь это анализировать и все-таки делать лучше. Попутно хочу сказать, что за все время зимовки у меня ни одна семья не пропала. То есть, если даже есть ошибки, что неправильно где-то формируется клуб, то при помощи рамки, меда или канди удается семью. Это не есть, конечно, хорошо, это неправильно. Но более неправильно еще будет, если неправильно сформирован клуб, и туда не заглядывать, ну, сказать, что да нет, тут нельзя туда там заглядывать зимой и так далее. Поэтому вот ни одна семья еще не пропала по причине нехватки кормов, да и по другим причинам. Было то, что матка пропадала зимой, но семья все равно оставалась. Или же матка становилась к весне неплодной. Такие видео я у себя на канале показывал. То есть семья из зимовки выходила, семья более шумная была, более такой клуб рыхлый, вот, но семья все равно вот, жила, ее приходилось расформировать по другим семьям, подсиливать и потом восстанавливать эту семью. Вот такие вот нюансы.
Пишите, у кого какие мысли по этому вопросу. Может, где-то я был неправ. Может быть, у кого-то другие мнения по этому вопросу. Жду ваших комментариев. Пока.